Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание определенным знакам зодиака и поговорим именно о тех знаках зодиака, которые абсолютно не умеют обращаться с деньгами. Кто же эти знаки зодиака и почему это так, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что именно это видео и эта информация будут полезны и важны. Знаете, очень часто бывает такая ситуация, месяц только начался, получили вы зарплату за прошлый месяц, а тут раз, и деньги уже закончились. И вы знаете, для некоторых определенных знаков зодиака именно вот это постоянная проблема, потому что каждый из этих знаков зодиака считает деньги чем-то иллюзорным и неуловимым. Итак, кто же эти знаки зодиака? И на первом месте знак зодиака Стрелец. Можно так рассматривать, что по расточительству среди всех знаков зодиака именно достается стрельцам, потому что их мысли, как правило, звучат следующим образом. Деньги просто не могут закончиться, ведь у меня еще столько неоплаченных счетов. И проблема, уважаемые стрельцы, ваша заключается в том, что, имея деньги только на пиво, вам всегда хочется и шампанского. А наличие в кармане банковской карты лишь подстегивает импульсивность стрельцов. Единственное, что представители данного созвездия могут сделать, чтобы хоть как-то контролировать свои расходы, это полностью перейти на наличные расчеты. Так вы будете видеть, что деньги имеют действительно такое неординарное свойство, как заканчиваться. Следующий, друзья, знак зодиака, который не умеет обращаться с деньгами, это знак зодиака Весы. Весам нравится выглядеть очень стильно, красиво, поэтому самая большая проблема – это точно шопоголизм. Ведь с кредиткой в руках это, уважаемые весы, для вас это очень опасное сочетание. Однако ваши проблемы с деньгами вызваны не только необдуманными покупками, но и отказом оплачивать счета в конце месяца, из-за чего ваши долги постоянно растут. Весам не составляет никакого труда решить для себя, что они просто обязаны что-то купить, а потому они используют это решение в качестве оправдания переноса оплаты счетов на следующий месяц. И вот этот следующий месяц, к сожалению, уважаемые весы, переносится регулярно вперед. Поэтому, уважаемые весы, возьмите себе за правило не использовать карточки именно кредитные для того, чтобы не увеличивать свои долги, потому что чем больше у вас долгов, тем больше у вас будет постоянно всевозможных проблем. И таким образом, дело в том, что, уважаемые весы, вам каждый месяц хочется покупать какие-то интересные вещи, так как вы любите выглядеть стильно, интересно. Поэтому для вас кредитные деньги это знаете, как возможно, как глоток нового свежего воздуха. Но не стремитесь этого делать. Живите по своим деньгам, по своим счетам, потому что это, к сожалению, ни к чему хорошему никогда не приведет. Следующий знак зодиака, который не умеет распоряжаться деньгами, это знак зодиака Телец. И, наверное, самая большая финансовая проблема именно у тельцов заключается в их привычке потакать своим желаниям. Им нравится баловать себя. И в этом они, к сожалению, а может быть и к счастью, не знают границ. А тем временем счета продолжают накапливаться. Не только счета, но и также начинают появляться штрафные санкции. Конечно же, есть, уважаемые тельцы, и у вас, наверное, обратная сторона медали. Тельцы, вы по своему характеру чрезвычайно
трудолюбивые люди, а потому очень усердно работаете для того, чтобы оплачивать все свои расходы. Но проблема заключается в том, что ваша одержимость и иметь все лучшее делает, к сожалению, вас, вот именно вас, рабами вот бесконечной этой работы. Вы иногда, наверное, как белка в колесе, постоянно крутитесь, бегаете, ищете. И именно тельцы могут впадать вот в зависимость от всего того, что у них уже есть. Поэтому, уважаемые тельцы, перестаньте потакать своим привычкам, всем своим желаниям, которые вот я хочу, и это будет. Особенно женский пол, знаки зодиака Телец, они очень любят вещи красивые, они любят туфли, они любят одежду. И, к сожалению, вы невозможно, не можете на данном этапе зарабатывать хороших денег, а любите тратить большие суммы денег. Поэтому не нужно это делать. Пересмотрите свой бюджет, пересмотрите свои деньги. Также не перестаньте одалживать деньги людям, особенно тем, кто с вами живет, близкие вам люди, потому что вы человек такой трудолюбивый, знаете о том, что да, вы можете заработать, у вас все получится, и при этом вы отдаете свои, как правило, еще и последние деньги, зная о том, что через неделю или через пару дней у вас появятся деньги. Но у вас деньги по каким-то форс-мажорным причинам не появляются, и вы начинаете думать о том, где же вам достать деньги. И вот это происходит постоянный процесс переодалживания. Поэтому, чтобы его не было, остановитесь, не будьте такими вот добрыми по отношению к другим людям. Да, нужно быть, но нужно быть все-таки внимательным и осторожным. И следующий знак зодиака, друзья, который не умеет работать с деньгами, обращаться с ними, это знак зодиака Рыбы. И проблема рыб в финансовых вопросах заключается в том, что вы всегда жертвуете собой ради окружающих. Если кто-то приходит к вам за помощью, будь то это потребность в деньгах или как вариант поручительства, рыбы, к сожалению, никогда не умеют отказывать. И вашей добросердечностью очень часто люди злоупотребляют. Поэтому в своем стремлении помогать окружающим представители данного знака зодиака, как правило, сами оказываются в долгах. И вот это вот такая, знаете, базовая черта любящей и щедрой рыбки. При этом, уважаемые рыбы, перестаньте быть поручителями, перестаньте кому-либо давать деньги, лучше подумайте о себе, потому что как только вы начинаете, уважаемые рыбы, отказываться от денег, высшие силы, Вселенная понимает, что вам просто деньги не нужны, и со временем просто тот поток денег, который у вас был, просто перестанет появляться в вашей жизни.